popular in the great country of Ruskia. А действительно, почему? The frick is goita? That sounds like something stuck in my throat. What is this next rushing gonna type? Ding 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 ding! Cause it kinda sounds like a gamer tag, you know? Like you sound like you play CSGO and you click on heads for a living. Isn't because I'm fucking Russian, suka, bitch! Хардбас! Коллабы с русскоязычными стримерами! Хардбас! Общение с русским чатом, русские мемы! Не помню, говорил ли уже. Хардбас! Этого более чем достаточно. В нашем комьюнити до сих пор очень крепкое лобби фанатов Шишира Ботан, просто потому что она носит адидасы и один раз слово «львица» в песню вставила. Мы простые люди, без заоблачных требований. А Филиан же очень любит своих русскоязычных зрителей. Почему-то. Russian viewers, I will do a front flip for you guys, okay? И любовь взаимна. Я частенько тут грущу, что того или иного витубера даже на английский не переводит никто. Ну, у Филиан не то что англоязычных, русскоязычных клиперов куча, и просмотры там вполне себе. Недавно еще и большая коллаборация Филиан с двумя крупными русскоязычными витубами прошла. Она работала продавщицей в пятерочке, каталась верхом на коте по имени Вася, девчонки слушали группу Крови, ремиксы говновоза и обсуждали концепцию скуфов и альтушек. Трикси и Алана устанавливают дружеские международные отношения лучше, чем МИД. На волне популяризации гиперактивной кошки в наших широтах фанаты даже создали собственное сообщество и теперь добиваются признания себя официальной частью Филиан комьюнити. Я на это дело даже ссылку в описании не пожалею. Всегда здорово, когда такие инициативы объединяют переводчиков, художников и просто фанатов. Но от чего вообще сыр-бор? Нас ждет удивительная история Филиан. Простой как палка, но очень амбициозной стримершей. История о том, как обычная девушка с покупной моделькой может полюбиться огромному количеству людей благодаря решительности, мемности и капельке СДВГ. Всем краба! Окей, пойдем по порядку, как я люблю. 2021 год. Филиан, до того вообще не имевшая опыта общения с людьми в интернете, устанавливает VR-чат. Со временем она начинает проводить там довольно много времени и даже вливается в тусовку ютуберов, которые делают видосы в VR-чате. Вполне возможно, что вам что-то такое в предложке залетало. Например, насветанулась на канале крупного ютубера Лола Туана. Вон она мелкая бегает. Там же, на виртуальных просторах, Филиан однажды случайно познакомилась с Айди Рейдером, довольно известным лицом в VR-чат тусовки. Она случайно увидела, что в одном месте собралась куча Микки Маусов и подошла с ними пообщаться. И Айди Рейдер заговорил с ней и отвел в сторонку, чтобы она не лезла в кадр. Потому что они в это время снимали видео вообще-то про этих Микки Маусов. Ну и как-то слово за слово Филиан показала парочку Fortnite танцев, ребята разговорились, и это переросло в дружбу. Fortnite танцы как метод социализации. Капец, ловите тему для докторской, чуваки. Айди Рейдер даже позвал ее поучаствовать в ролике про Амогус, и сейчас вы увидите кусочек этой трагедии. Мало того, что Филиан тут с аватаром какой-то бабы в мотоциклетном шлеме почему-то, так еще и происходящее, срань какая-то, если честно. Итак, чуть-чуть первого видео Филиан в интернете на ваших экранах. Oh, sorry. Hey, what's up? So that was the first YouTube video I was ever a part of. This was my fantastic debut. Chat, listen, if you think the standards are low, you have no effing idea how low they are. There is some actual garbage tier gameplay. Да, мусорный. Но тем не менее, девушка весело провела время на записи, и опыт участия в ролике ей понравился. Филиан впервые начинает интересоваться производством контента. Со временем с подачи своих друзей Филиан вкатывается в стриминг. Внимание на экран, клип из самого первого стрима. Ничего особенного, но часть истории все-таки. Как видите, свой узнаваемый кошка-аватар она использовала уже тогда, а количество кошка-женщин в моих видео уже начинает как-то превышать все разумные пределы и напрягать немножко. Моя рабочая теория, что популяризация кошек — это заговор египтян-староверов. Ну, там сложно, для подтверждения надо найти еще витубершу крокодила и витубершу навозного жука, я пока не смог. Если верить очевидцам, первая трансляция Филиан называлась Fruit Snack Goblins. Goofed
First Stream. Fruit Snack — это, кстати, важная часть лора Филианверса. Это ее любимая еда. Девушка даже своих фанатов называет снекерами в честь этого жевательного мармелада от Welch. Первые месяцы Филиан проводила стримы чисто для своих, тех самых знакомых из VR-чата. Но она прикладывала все больше и больше сил и работала над контентом, и со временем начала задумываться, а насколько серьезны ее намерения стать стримером. But around this time, chat, like, there's, like, this moment that happened for me. I said, like, oh, do you want to play, do you want to stream Fall Guys with me? And I said, sure, I'll do that. And we did it. And I was like, I don't think that was great content. I don't think I'm going to stream that in the future. And he said, he's like, Philin, you only stream to, like, 10 people. Who cares? But, like, I cared, you know? And it was kind of like a moment in my time where I was like, am I really serious about streaming or not, you know? And I made the decision that, like, I want to, like, improve as a streamer and, like, do a lot better at that time. 2021 год вообще стал поворотным для VR-чат-витуберов. Зентрея набрала первые 100 тысяч подписчиков, Амелия Уотсон провела легендарный VR-стрим, о котором я рассказывал вот в этом видео по подсказке. Project Melody вошла в топ OnlyFans, если это считается за большое достижение для VR-чат-тусовки, конечно. И Филиан ускорилась и уже начала брать большие цифры одну за другой. Один из рубежей она преодолела уже к ноябрю. Первые 10 тысяч подписчиков на Твиче всего за 8 месяцев стриминга. Без агентств, без бэкграунда, без денег. И мне в этой истории безумно нравятся две штуки. Первая — ее оригинальная причина стать стримером. Because it was Corona, I was bored and lonely. Done. А вторая — ее техническая база. Ripped the model from VRChat illegally. I uploaded it into some software that I downloaded off the internet. Because I saw this girl DM video. She recommended this software called Lupit. I said, okay, that'll work. Вот так, ёпть! Вот так вот все легко. Для некоторых витубинг был натурально шансом выбраться из тяжелой жизненной ситуации. Некоторые вливают тонны денег в суперкрутой аватар и оформление для дебюта. А есть скучающая от ковида кошка, которая увидела Shorts Girl DM и спиратила софт. Кстати, о пиратстве давайте разберемся по-быстрой с одной интересной драмой, раз уж мы здесь. Как вы понимаете, изначально у Филиан не было цели становиться большим стримером, она просто хотела тусить с друзьяшками в VR. А для этой цели покупать модельку за 7000 японских тенге, что равноценно $50 или почти 4000 деревянных по нынешнему курсу. Ну дорого, блин, можно же еще 10 баксов всего добавить, и можно будет аж целый Mind's Eye себе купить. И за программу Lupit, кстати, надо еще почти столько же отвалить сверху. Так что да, для чисто личного пользования Филиан приобретала это все альтернативно легальным путем, по параллельному импорту, так скажем. Разумеется, это было только поначалу, сейчас у Филиан все легально и официально. Все программы куплены, все модельки приобретены на соответствующих сайтах. Но, как вы понимаете, это не кастомные модельки, которые она сама себе заказала. Они из свободного доступа. Соответственно, ей не принадлежат права на собственный же образ. Обычно так никто не делает. Для начинающего витубера это обычно не проблема, потому как по правилам пользования, опубликованным на странице магазина, с моделькой можно делать почти все, что угодно. Свободно переделывать, кастомизировать, стримить, записывать и вообще почти все, что угодно, что в коммерческих, что в некоммерческих целях. Но однажды Филиан начала сотрудничать с Good Smile по вопросу создания своей собственной Nendroid-фигурки на основе аватара, созданного корейской художницей по имени Джингуэ. И вот тут-то и произошло нарушение, потому что по вопросам продажи мерча все-таки надо связываться с художником. Сейчас ситуация уже разрешилась, Good Smile, Филиан и сама художница уже все дело утрясли, но ситуация интересна хотя бы потому, что никто никогда не видел, чтобы витубер со свободно распространяемой моделькой становился настолько популярен, что приходилось бы перелопачивать правила пользования, это довольно смешно. И, кстати, она так и не создала до сих пор себе кастомную модельку, так и ходит с аватаркой из магазина VR-чата. Я не знаю, это просто охренительно. 1,2 миллиона фолловеров у человека на Твиче, а мерч она с тех пор так и не делает. Name one bad idea I've had, be honest. The Nendroid. Do it the clip. Ну так вот, почему Филиан так быстро начала расти? Чем она отличается от других вичуп и почему так полюбилась народу? Одна из главных причин — прорва энергии. Она
я не такой витубер, который сидит в углу экрана. Наоборот, в какой момент трансляцию не включи, она будет носиться туда-сюда, как будто на смеси кофеина и скипидара. Филиан очень экспрессивная, активная, ведет здоровый образ жизни, умеет в акробатику, танцы и прочие штуки, требующие хорошей физической подготовки. И вот эти вот все вещи она еще делает, нацепив на себя шлем виртуальной реальности и прочие приблуды для захвата движения. Я пару раз в Beat Saber играл. В конце сессии казалось, что башка от шлема отвалится и все в поту было. А она огурцом. Это очень круто. И она часто падает. Это очень дорого. Can I tell you guys how much money I've spent on repairing my gear? Don't you break your controllers every other week? I have broken about 25 Valve Index controllers. Those are 130 each. 9 headsets, which are $600 each. Oh, frick. I have broken 8 cables, which is about 120 each. I've broken 3 base stations, which is 150 each, I think. Whenever, Pluggy Wuggy. Oh, also I put a hole in my wall and I had to call a drywall repairman in. 2, 3. So that also cost some money. It's like $400. Да, она может себе позволить каждую неделю ломать дорогущее VR-оборудование, но не может заказать кастомную модельку. Потому что в жизни важно ставить приоритеты. Ну давайте обсудим еще одну важную вещь. Do you have ADHD? No, I have HDMI. На всякий случай обозначу на берегу, что медицинского заключения от врачей у меня нет. Я не имею права ставить диагнозы. Но, во-первых, HDMI это бич целого поколения, а во-вторых, я видел стримы Филиан. Места сомнениям она оставляет довольно мало. Если вы посмотрите несколько ее трансляций, то можете буквально увидеть моменты, когда ее мозг начинает скучать и требовать стимуляции. Это не постепенный процесс, это как тумблером щелкнули. Вот она сидит себе, общается, и в следующую секунду... Щелк! Дофаминовое голодание. Прозвучит хреново, но СДВГ ей даже помогает. Она не может 2 минуты посидеть спокойно. Ее мысли мечутся непредсказуемым образом. Ей постоянно хочется быть в движении. И это делает трансляции насыщенными. Не хочу выставлять синдром как какую-то суперсилу, но для стримера, наверное, это скорее плюс, чем минус. Знак вопроса. I have a theory. Hear me out here. ADHD isn't real. It's just a classification that they make to make people think that they actually are weird, but in reality, they're fine, is basically what I'm saying. And so most of the 90% of the... Oh my god. Whenever, Pluggy Wuggy. Yo! She got distracted. No. The HDMI is kicking in. Хотя в жизни, конечно, мешает, как и в мелочах, так и по-крупному. Например, хоть Филиан и в хорошей физической форме, но поддерживает она ее не с помощью спортзала. Ей слишком скучно делать повторения. Ей прикольнее носиться туда-сюда, танцевать, играть в кикбол или заниматься паркуром. Alright, Chad. So a lot of you may not have known this, but I actually used to do parkour in real life. So I want to give you guys a demonstration of what it's like to be a parkourer, alright? So here we go. You ready? You ready? 1, 2, 3. Невозможность системных занятий — это неудобно, но в конце концов не страшно. Однако из-за сложностей с фокусированием мыслей произойти с Филиан может всякое. Сейчас расскажу историю, заранее предупреждаю, что она будет звучать как бред, но это было на самом деле. Однажды Филиан вела стрим, засмеялся, проиграл. И ее разорвало вот с этого вот ролика. What is this? What? Врать не буду, меня тоже. В качестве наказания Филиан должна была почистить зубы пастой со вкусом жареного бекона. Alright, boys. For some reason, there actually is bacon-flavored toothpaste. Кошка начала чистить зубы, перед этим отметив, что зубная паста-то с дымком, ничего себе как реалистично. It smells like a bonfire. This is so strong. Но оказалось, что дымом пахнет совсем не паста. Просто когда Филиан побежала за тюбиком, она случайно задела переключатель на своей плите, на которой по какой-то причине лежали старые письма. А письма, как известно, сделаны из бумаги, детишки, поэтому все загорелось. Почему бумажные письма лежали на плите?
Это сложный вопрос. Девушка отказалась открывать окна, чтобы сигнализацию не услышали соседи и не узнали случайно, что она виртуальная кошка из интернета. Вместо этого она включила вытяжку над плитой, приоткрыла входную дверь, потушила огонь своей худи, после чего отстримила еще час в дыму, потому что, ей было весело стримить, не хотелось прекращать. Как она до сих пор жива? За 22 год Филиан смогла вырасти с 50 тысяч подписчиков до 500 на Твиче и миллиона на Ютубе. Это было быстро, и на сегодняшний день эти цифры кратно выше. Нам доводилось видеть очень долгие и неспешно растущие карьеры, как у Нянерс, например. Рост Филиан был резкий и дикий, как сама Филиан. Она подружилась со многими известными стримерами и вступила в Mythic Talent, стримерское агентство ни много ни мало самого Асмангольда. Раз уж мы здесь. Mythic Talent — это одно из крупнейших стримерских агентств на Западе. Почему мы о нем раньше не разговаривали? Потому что это не витуберское агентство. Они сотрудничают с любым контент-мейкером. Например, в их ростере есть аж целый Кейсо. Ни много ни мало контент-креатор 2024 года по версии Game Awards. 7 миллионов на Твиче, мужчина уважаемый. Но энтузиасты наверняка узнают и многих витуберов из Mythic. Помимо Филиан там присутствует Нянерс, вышеупомянутая, ее парень Лорд Ательстан, Энни, Сайю, Шайлили, Сильвервейл, Вэй и даже Нейросама с Ведалом и Виенна, бывшая киберспортсменка по Лиге Легенд, о которой я немножечко рассказывал вот в этом вот ролике. Это даже близко не все. Чибидоки, Камила, Йоклиш, еще куча огроменной уважаемых вичуб. Дай бог каждому витуберскому агентству такой мощный набор талантов. Ну так вот, благодаря контракту с Mythic Talent перед Филиан открылся целый мир новых возможностей, ведь у нее появилось финансирование и связи. И кошка тут же придумала, как все это дело пустить в благое русло. Витубер, мать его, Awards! Да, это церемония награждения виртуальных вайфу, и да, звучит кринжово. Поначалу казалось, что это довольно ненужная история. Витуберы и так получают статуэтки на Streamer Awards или, например, на The Game Awards. Но Витубер Awards оказалось на удивление крутой штукой. Прям видно, как Филиан все усилия и бабки вложила в этот ивент, чтобы он получился настолько развлекательным и клевым, насколько только возможно. Крутая техническая база, дорогущие сцены, спонсорские выступления, специально нарисованные мультики, куча камео, смешные перебивки, интересные вставки про историю витубинга, прикольдесные номинации и просто какое-то, знаешь, ощущение всеобщего праздника, которого у витуберов раньше было довольно мало. Это крутой ивент, который год от года, я уверен, будет становиться только лучше и больше. Но это не единственный ивент, который ведет Филиан. В отличие от многих витуберов, которые по какой-то причине обладают прекрасным бархатистым певческим голосом, как у Кобзона, Филиан не умеет петь. Песен Красин это вообще не обязательно, да плюс к тому еще и по-своему очаровательно, поэтому какая разница? И к тому же она тут еще и бухая, в трезвом виде поющую Филиан я еще не видал. Зато она зарекомендовала себя как ведущий. И про один ивент из ее портфолио я хочу рассказать. Это мало имеет отношения к теме обсуждения, просто... Интернет велик, загадочные вещи в нем происходят каждый день, и я не могу не поделиться. Надо же вас и культурно просвещать, а то сидите видосы в интернете, смотрите, мозговыми клетками рискуете. Сейчас будут более серьезные материи высокие. Внимание, жопа! Она зацензурена, потому что YouTube, но поверьте, она там есть. Несколько месяцев назад проходила годовщина Никки. Если вы не знаете, что это, я выражусь научно. Это мобильная игра про жопы, которые прыгают, когда стреляешь. У разработчиков много денег. И на празднование невероятной круглой даты не в 5, не в 10 и даже не в 20, а в целых 2,5 года авторы игры организовали культурно-массовое мероприятие с почти голыми косплеершами и симфоническим оркестром. Потому что культура. И в дополнение к этому ивенту они еще и проспонсировали один из самых охренительных витуберских концертов, что я в жизни видывал. Сетап участников офигеть можно. Организация и оформление — мое почтение. Спасибо большое, игра про фан-сервис. И да, Филиан была там ведущим. Вся эта охренительная огромная подводка была только ради этого. На здоровье, продолжаем.
Чё там из более-менее свежих новостей? Как у Филиан дела? Лучше, чем когда-либо на самом деле. Из негативного у нее недавно была небольшая идиотская история, как она чуть не потеряла свой компьютер, потому что по дурости пошутила на досмотре в аэропорту о бомбе в системном блоке. Я почти уверен, что из этой истории можно вынести какой-то важный жизненный урок. Ну, у меня не получается. Еще Филиан уже много лет страдает от того, что вот этот вот искусственный интеллект неправильно расслышал ее имя и назвал филиппинским мальчиком. Теперь она не может сбежать от этого погоняла. You've lost me forever, Filipino boy. Sob. My name's Billion Narzama. What did Chinese people think about me? This is the most upvoted comment. Our Filipino boys are really good at doing effects. No way. Помимо этого, все довольно здорово и позитивно. В производстве находится ее собственная полноценная моделька. Это долгий процесс, неизвестно, когда она явится на свет, но, по крайней мере, она где-то что-то там создается. Также Филиан вызвала чемпиона мира по боксу Пакьяо Мэнни на шахматную дуэль и проиграла. Мне особенно нравится момент, как Филиан пытается объяснить 46-летнему профессиональному спортсмену, что такое витубинг и что за техномагия перед ним тут разворачивается. Do you have any idea what I am? I don't have an idea at all. Okay. So basically, it's this thing called VTubing. I can do whatever like you'd say, but in like real life, except like in the virtual world. So, you know, whatever you think. I can box you. Хорошо, что Пакьяо тоже филиппинец. Филиппинец филиппинского мальчика не ударит. Еще Филиан стала жестко сотрудничать с некоммерческой организацией по защите животных Alveus Sanctuary. Это охренительно по двум причинам. Первое — доброе дело. Вторая — потрясающий костюм божьей коровки. One more question. Which VTuber is the next to graduate? He's cooking, he's thinking. Who is it? Zentreya, no! Охренеть! Ты как это сделал? Петухи реально умеют видеть будущее? Мне нужны ответы! Ну и в конце концов, новый захват движений. Он абсолютно охренительный. Стоил трансконтинентальное количество денег. Точно тречит даже колени и локти, что обычно очень сложная задача. И даже умеет двигать табуретками. Whenever. У Филиан теперь в студии даже есть батут и палка-прыгалка. Я это говорю на случай, если вы почему-то думали, что уж новую-то дорогущую технику Филиан не расхреначит. Как я сказал в начале, история Филиан очень простая. Но, какой бы ни хитрой она ни была, со мной она почему-то очень сильно резонирует. В конце концов, иногда ответы на сложные вопросы находятся в простых вещах. Когда ты занимаешься творчеством, ты должен вкладывать сердце и душу. Но если ты вложил душу, то что остается в тебе самом? Где брать столько сил, чтобы продолжать? И в примере Филиан я как будто бы нахожу собственное отражение. Те же мысли, те же сомнения. I feel like streaming still doesn't feel real even today. I don't know. I feel like tomorrow no one's gonna watch. Or if I don't make a funny joke, no one's gonna hang out. Неуверенность штука поганая, она пожирает изнутри. Но Филиан откуда-то черпает еще больше сил. Многие витуберы, да и вообще творческие личности, со временем сообщают об усталости, выгорании, потере интереса. И это очень страшная штука. Филиан, разумеется, это тоже не чуждо, но она каждый раз возвращается как будто еще более заряженной, чем была раньше. И мне кажется, тут дело в искренности. Ты можешь работать на первоначальном импульсе, но его не хватит надолго, энергию нужно откуда-то брать. Кто-то просто трудоголик и может тянуть лямку столько, сколько нужно, на чистой силе воли, но это далеко не для всех справедливо. Но если ты искренен с другими, и главное, самим собой, принимаешь свои слабости и ошибки и делаешь то, чего желает твое сердце, то и сил у тебя будет гораздо больше. Это то, чему меня научила Филиан. И не нарушать технику безопасности пользования электронагревательными приборами. В противовес прошлым двум видео, где все что-то уходили, грустили, этот видос более позитивный. Но не расслабляйтесь,
потому что в следующий раз мы все вместе порыдаем. Спасибо гигантское за просмотр. В этот раз мы без рекламы, потому что время нынче не сахар. Но вы все равно можете оказать неоценимую помощь, нажимая пальцы под роликом, оставляя комменты и прочими способами взаимодействуя с видео. Необъятных размеров спасибо бустерам, без вас этого всего не было бы. Совсем скоро их прекрасные имена появятся на экране. Всех люблю, всем муа. Turn the song on Okay. and dance. Here we go. Here we go. Yeah. Holy. What is this? It's Okay. a famous Russian song. Very famous. «40 лет как под наркозом, я работал говновозом, ой-ой-ой». Не шофером, не таксистом, а вонючим говночистом, ой-ой-ой. За 3 сотенных бумажки на зеле возил говяшки, ой-ой-ой. И скажу вам, чтоб вы знали, ох, и много ж вы насрали, ой-ой-ой. Говновоз, говновоз, говновоз. Не очистить говна от колес. Если даже духами обдать, все равно продолжает вонять. Говночист, говночист, говночист. Должен быть закаленный плечист. Говночист, заклинатель говна. Нужен людям во все времена. Я не знаю, как там Запад. Может, там поменьше запах. Ой-ой-ой. Наш нас серит в таксофоне и напустит столько они. Ой-ой-ой. Вроде стали жрать полегче, значит, надо срать поменьше. Ой-ой-ой. Ну откуда что берется? Вдвое больше людям срется. Ой-ой-ой. Говновоз, говновоз, говновоз. Много в мире тюльпанов и роз. Много в мире конфет и вина. Но еще больше в мире говна. Говночист, говночист, говночист. Должен быть закаленный плечист. Говночист, заклинатель говна. Нужен людям во все времена. Петрович, осторожно, тут склизко. It's about the shit truck. What is that? It's a like- truck people pooping? Yeah, like Yeah. septic stuff. How do you say no? Нет! Yeah.